очень много у нас уже травы отросло. И, конечно же, куры должны быть с травой. И тогда и яйца будут. Чем больше вы принесете курочкам своим травы, тем больше они вам дадут вкусных яиц. Обратите внимание, это старые куры. А вот два охранника с молодыми своими курочками. Но это не страшно. Солнце зайдет, начнется вечер, и они все зайдут в вольер. А я пришла собрать яйца. Некоторые уже заняли места. Яйца я буду собирать за 2 дня. Ну и, конечно, здесь сегодняшние куры, переселенные молотки, тоже, думаю, добавили туда немножко яиц своих. В ведре у меня яйца, которые я собрала в соседнем вольере перед тем, как переселить кур и заселить цыплят. И сейчас я открою эти гнезда и посмотрим, сколько у старых кур. А вот и яйца старых кур. Это за 2 дня. Ну, думаю, парочку еще поднесли молотки какие-то, которые сегодня еще снеслись сюда. Времени у меня мало, поэтому яйца надо собрать очень быстро. В соседнем вольере уже поселились цыплята. Можете слышать, как они там пикают. И вот, смотрите, когда у нас вольер уже подсох, и, соответственно, у меня битых яиц в этот раз нет. Потому что в гнездах, смотрите, почти что нет мусора. Это очень важно, очень влияет. Смотрите, какое большое яйцо. Просто огромное. Пищат цыплята. Ну, уже освоились. Уже у них все хорошо. Осталось только молодым курочкам, молоткам привыкнуть к старым курам. 3 дня они будут воевать. 3 дня будут драки. Без этого никак. Старшие куры всегда хозяйничают. Но вольер у меня большой, и думаю, что курочки убегут, если что. Вольер у них большой. Если какая-то курица будет молодую обижать, она от нее просто убежит. Но, вы знаете, для соединения кур довольно-таки тихо в вольере и спокойно. Наверное, скорее всего, потому что эти куры общались между собой. Они жили через сетку и друг друга видели. Поэтому особых драк таких сильных нет. И более или менее спокойная обстановка в курятнике. И вот такое у нас количество яиц за 2 дня, как в прошлый раз было за 3. Уже видите, как прибавляются яйца. И посмотрим, конечно, в верхних гнездах. Меня часто спрашивают, почему вы не показываете яйца в верхних гнездах. В верхних гнездах я показываю яйца тогда, когда они есть.
Вот сейчас посмотрим. Если яйца будут, естественно, я вам это все покажу. Вот какая красота. Смотрите. Все, уже пошли сюда куры нестись. И даже, вы знаете, может быть, это снесли куры, которые были переселены с соседнего вольера. Может быть и такой вариант. Но, по крайней мере, уже начали туда нестись. Их сейчас здесь будет больше. Утром гнезда будут все заняты. Я имею в виду нижние, самые ходовые. И как миленькие полезут наверх. Когда кур было здесь немного, всем было достаточно нижних 4 гнезд. И поэтому верхние гнезда, зачем подниматься, зачем себя утруждать. А теперь кур будет больше. И, естественно, кто-то будет лезть и в верхние гнезда. А я иду в 3-й вольер. Соберу там яйца. Если есть они там, конечно. Вот так вот работает бункерная кормушка механическая. Пока курочка стоит на платформе, в это время она может покушать. А воробьи могут только посмотреть. Но когда курица отойдет с этой платформы, она закроется. И воробьям ничего не достанется. В этой бункерной кормушке продумано все. И высота, и глубина, и даже вот небольшой бортик этого металлопрофиля тоже играет большую роль. Зерно, которое курочка хочет выгребать клювом, оно ударяется об этот бортик и возвращается назад в кормушку. И лапами курица тоже хочет погребти. Но за счет того, что там продуманная точная высота и глубина и ширина этого бункера, за счет этого кормушка идеально сохраняет зерно. И вот так, пока курица стоит на платформе, кормушка открыта. Только она уйдет с этой платформы, она закроется. Ну, а в помещении нет смысла делать механическую бункерную кормушку. Здесь обычная открытая кормушка, потому что здесь воробьев и перелетных птиц в помещении, естественно, нет. Поэтому в помещении стоит вот такая бункерная кормушка. А мы с вами идем собрать яйца. Яйца в 3-м вольере у меня собираются вот в такой металлическом, в таком гнезде. Давайте посмотрим, что тут у нас. Ой, какая красота! Смотрите. Класс, да? Ой, вот это яйца, я понимаю.
И вы знаете, что мне нравится в яйцах марана? Что мне нравится в яйцах кур марана? Это то, что даже самое первое яйцо, когда курочка была молодкой, снесла самое первое яйцо, оно было вот такое огромное. То есть у кур марана вот таких вот маленьких яиц я не видела, не было. У нее сразу было вот такое огромное яйцо. Как у курицы молотки, которая несет первое яйцо, это очень большое яйцо. И эти яйца у нее одного размера на протяжении всей вот сколько она несется. Так, ну и смотрите, это от моих чубатых курочек. Яйца складываю аккуратненько. Так, еще два вот эти. И эти два яйца аккуратно складываю, потому что вот эти самые-самые лучшие яйца поедут в инкубатор к моей родственнице. Ну вот и ведерко яиц. Практически столько же, как было в прошлый раз за 3 дня. А это всего лишь за 2 дня яйца. Если вы помните, то эти курочки, которые сидят у меня в 3-м вольере, когда сидели в теплице, ели яйца. И теперь, видите, всего лишь одно с яйцесборником спасает сразу куриные яйца. Вот, все в целости и сохранности.